Такого контента реально ни у кого не увидите. Буду гладить льва. Не повторяйте за мной, но если только очень сильно хотите. Ну а если вы хотите качнуть кардио, как я, ну чуть-чуть, вот ты какой. Не, кусаться не надо. Это Crazy House. Выглядит впечатляюще. Но это безумие. Смешно, достойно. Вам жалко животное? Твоя задача на квадратном сантиметре развернуть свою змею. Вот так выглядит арабика. Времени действительно мало. Задача за день объехать все. 14 минут, да. 6 минут назад, 10 минут назад. 10 минут вниз, 15 минут наверх. Тебе плохо уже? Я даже дубайский шоколад не пробовал. Сколько людей желает получить фотографию? Ну что, друзья, доброе утро. Честно сказать, такое себе оно доброе. Потому что пришлось проснуться в 4 утра, в 4:30 я выехал. Сижу в холле фешенебельного отеля, не своего. Но тоже неплохо, знаете, поэтому будем работать в этом направлении, в направлении повышения настроения. Но 4 утра, друзья, это всегда больно, это всегда без улыбки на лице, поэтому давайте понадеемся хоть на Далат, который сегодня просто обязан нам сделать день. Я думаю, через минут 5 меня уже заберут. Тут кроме меня в холле сидит еще один человек, и мы выезжаем прямиком в соседний город от Нячанга. Поехали. Еще, хотелось бы оправдать свое плохое настроение тем, что в моем отеле кто-то орал ночью, какая-то женщина, просто каким-то поросячим визгом. А второе, это наступившая жара в Нячанге. Сейчас у нас 11 марта, сезон прям в самом разгаре, плюс 30 градусов температура, и ты, не можешь заснуть, потому что ты весь мокрый лежишь в кровати. Но это все мелочи жизни. А мы сегодня настраиваемся все-таки на лучший исход. Посмотрите, есть формат обычного автобуса, вот такой, например. Мы не на таком автобусе приехали. Мы приехали на одной из этих маршруток, так как группа не набралась большая, чтобы поместить всех в такой большой автобус, поэтому у нас нету необходимости и достаточно вот такой маршрутки. Но в целом, как она внутри выглядит, я думаю, понятно. Хорошие, качественные сиденья в каждой маршрутке. Ладно, буду говорить только за нашу. Есть кондиционер. Едешь себе спокойно, может быть, для полного прям комфорта хотелось бы, чтобы были откинуты спинки, но сам факт того, что группа небольшая и едем уютно, комфортно, не в большом автобусе, это прям большой плюс. Ну а тут кафе, тут очень много людей, кто дома не позавтракал, и у них есть возможность сделать это тут. У нас первая остановка через 40 минут в таком живописном месте, посмотрите. Туман садится на горы. Здесь мы остановились в кафе, чтобы позавтракать. Я уже поел, поэтому вам просто покажу территорию. Честно сказать, в Нячанге, во Вьетнаме, видеть горную речку – это прям такое редкое удовольствие. Очень красиво. Не знаю, вот тут даже есть стульчик, можно посидеть, помедитировать, понаслаждаться этой красотой. Ох, друзья, захотелось прям спуститься еще ниже. Потрясающе. Даже дождь с таким видом совершенно не испортит все настроение, а может быть даже улучшит и усилит его. Больше 2 детей они не рожают сами. Но все же есть провинции, есть деревни, да, где до сих пор рожают вьетнамцы по 14, по 15 детей. Как... Первая наша локация, друзья, это Crazy House. Выглядит впечатляюще. Узкая дорожка, похожа на какую-нибудь великую китайскую стену, хоть я там и не был, но немножко напоминает. Очень классный дом, Crazy House прям рекомендую. С первых, знаете, минут ты понимаешь, да, это оно. Это то место, где хочется погулять. Все эти конструкции выполнены из бетона. Все, знаете, такое имеет свою форму неоднозначную. Ничего тут, знаете, типичного
вы не увидите. Тут все как-то сделано по-своему. Вот здесь вот мы собрались, провели нам инструктаж, и сразу мне Аня, я позже вас с ней познакомлю, порекомендовала подняться по лестнице и посмотреть на эту всю красоту сверху. А красота-то реально есть. Какие-то там сосульки, здесь вот такая крыша, там вот просто, я не знаю, из бетона какая-то форма нестандартная. Все, в общем, нестандартное, да. Правильное тут будет слово. Подобрано именно это. А еще, когда в Далат въезжаешь, видишь что? Видишь еловые, что на самом деле непривычно для Вьетнама, для Ничанга. Ты попадаешь действительно в другой город во всех его смыслах. Смотрите, шишки растут. Давайте, друзья, вам немножко истории расскажу, пока мы гуляем, чтобы мы с вами разглядывали, наблюдали за этой красотой и еще узнавали полезные факты. Значит, Crazy House, основательница этого места, мадам Нга. Сочетание из 3 букв Нга, повторюсь, вы еще не раз увидите и услышите во Вьетнаме. Это в переводе с вьетнамского языка обозначает русский язык. То есть мадам русская. Она училась в России, приехала во Вьетнам и открыла это место. Она все еще сюда приезжает, навещает. Тут к ее приезду выставляют черную машину. Она там внизу стоит за дверьми. Также помимо черной машины здесь есть «Жигули», да, которая также принадлежит мадам Нга. В общем, мадам наша русская, имеющая, пускай русские корни, да, открыла это место. И когда вьетнамцы, очень часто я обращал внимание, думаю, почему Нга? Открывают переводчик, хотят вам что-то там пояснить, разъяснить, да, там будет написано вьетнамский-нга. Не вьетнамский-русский, а Нга. Так они называют русский язык. Но это безумие. Очень красиво. В Crazy House каждая комната — это символ какой-то страны. Также каждая комната сдается в аренду. Я подошел к комнате номер 9. Здесь написано просто «Бир». Везде висят замки, но если дверь вплотную сплошняком не закрыта, висит просто такой замочек, есть возможность посмотреть, засунуть свою жальца и, так скажем, полюбоваться красотой, которая тут внутри. Короче, ребят, смотрим. Шкафчик, вон я в отражении виднеюсь. Кровать у нас есть. Медведь. Возможно, это даже символ России. Посмотрите, зеркало прямо над кроватью. Лежишь здесь и любуешься на себя красиво. Зеркало там у нас есть. Посмотрите здесь. Резной стол, стул, чайник современный. Достаточно небольшое пространство. Возможно, там дальше есть какая-то мини-уборная. Вот просто я не могу туда дальше проникнуть, потому что упираюсь в этот заборчик. Возможно, там есть уборная. Вот один из номеров. Окна, посмотрите, какие красивые. Ну, не прямоугольные, не квадратные, не треугольные, какие-то вот особенные. У нас на потолке, который тоже неоднородно выполнен, висит люстра. Это одна из комнат в Crazy House. Друзья, опасный номер. Не повторяйте за мной, но если только очень сильно хотите. В общем, покажу вам, насколько крутые здесь лестницы. Просто посмотрите. Под 90 градусов. Практически. Полезли наверх. Ой. Страшно. Страшно, ё-моё. Даже мне, взрослому. В общем, Crazy House — это не только посмотреть на красоту, еще и попробовать себя в экстремальных занятиях, так скажем. Следующая наша остановка — это глиняная деревня. Наверняка вы видели эти головы, стоящие в воде. Ну и вот посмотрите, сколько людей желает получить фотографию. Тут обязательно 2 человека необходимо, соответственно, объект снимаемый и человек, который делает фото. Рекомендую, вот как фотограф, вам скажу,
вставать по центру в одном месте и по центру в другом. На месте фотографа, вот видите, человек здесь встает, а человек, которого фотографирует, встает ровно напротив, чтобы сделать фото прямо между головами. Самое популярное, распространенное место в данной территории, в данном парке. Также вас фотографируют, вот, честно говоря, не разобрался на что, то ли на вот эту камеру, которая висит на дереве, но когда вы выходите, сделали там фото, выходите через этот забор, и вам там предлагают купить уже распечатанное готовое фото вас в горизонтальном формате. Вон там экран висит, видно. Знаете еще, друзья, что хочу сказать, вот глядя на это место, у нас тут красивые карпы плавают, что в Далате есть озера. И вы не представляете, как я соскучился за 4 месяца жизни в Ничанге по озерам. И тут прям вода, тут хорошо. Сейчас март месяц, все цветет. Тут у нас какая-то скульптура в виде головы и в виде ствола дерева. Очень красиво, очень масштабно. Так, у нас там фотографируется, не буду мешать. Но я бы хотел сказать, что здесь атмосфера воды, такого спокойствия, понимаете, о чем я. Очень приятно находиться. Единственный, наверное, друзья, минус, который я заметил на протяжении всей экскурсии, что времени действительно мало. Задача за день объехать все, и вот сейчас я вам покажу. Осталось буквально времени 14 минут, да, то есть мы 6 минут назад, 10 минут назад, ладно, закончили фотографироваться рядом с этими головешками, которые стоят в воде, и все, нам уже через 25 минут надо быть у автобуса. А тут, посмотрите, на каждом квадратном метре сколько деталей, сколько красоты. Конечно, когда вы едете своим ходом и закладываете не день, а 2, а то и 3, больше времени, чтобы все посмотреть, прикоснуться ко всему, везде сфотографироваться, где хочется. Потому что, когда приходишь в какое-то новое место, вы понимаете, глаза разбегаются, что-то, в общем, забываешь снять, сфотографировать. Смотрите, какое большое пианино. Да простят меня музыканты, честно, не разбираюсь в музыкальных инструментах, но пианино. Обалдеть. А здесь у нас небольшой водопадик. Погода потрясающая. Спасибо прогнозу. Несмотря на то, что было облачно, светит солнце. О, еще посмотрите, какая скульптура. Но это тоже все из камня сделано. Да какая разница, из камня, либо из дерева, выглядит красиво. Также хотел отметить, друзья, что очень чисто. Вот вы можете видеть асфальт, ни одной бумажки, ни одного фантика. Все, знаете, подметено. Вот единственное, что лежит, да, какие-то листья. Смотрите, опять-таки, какой автомобиль гигантский. Ровно половина его представлена. Очень чистая улица. Ухаживают, убирается за данным местом. И это создает просто приятное впечатление. Как я понял, основная концепция этого места — это большие фигуры из глины, разделенные на 2 жанра. Очень много различных фигур военной тематики, да, вот, к примеру, прямо напротив меня, я не знаю, наверное, копия в масштабе 1:1 самолета или, в общем, какого-то летательного аппарата. Друзья, давайте здесь без глубоких познаний, да, вот посмотрите, большая копия самолета, все рядом с ним фотографируются. Ну и второй жанр — это просто какие-то животные, есть обезьяны, есть тигры, ну, обезьян точно видел. Вот такая концепция глиняной деревни. А еще посмотрите, пожалуйста, место. Вот просто фантастика. Какая сочная, яркая зелень. Посмотрите, какие красивые цветы. Я такие здесь еще не видел. Видел на Бали, но здесь такой красоты, видать, не видал. О, прямо камеру заливает, прямо вот до обуви достает. А еще здесь есть лошадь, которую покрасили в зебру. И вот, пожалуйста, хотите сфоткаться, платите купюрку, и будет у вас фотография на лошади. А там, посмотрите, облагораживается территория, дополняется. Возможно, когда вы приедете, та местность уже будет функционировать, уже будет радовать своими какими-то уникальными локациями для туристов. Ну а лошадь, конечно, вот это просто смешно. Но выглядит красиво, достойно.
Животное жалко все равно. Вам жалко животное? Очень. Как думаете, это зебра либо лошадь? Нет, конечно, она раскрашенная. Такое только во Вьетнаме можно увидеть. Вот так выглядит кофейное зерно, когда растет. На цвет красно-бордовое. Это, вот честно, уже забыл, по-моему, арабика. Вот так выглядит арабика. Ее дают люваку, животному. Они любят арабику, вот такую красную, вкусную, сладкую. Сейчас тоже попробую. Этим их кормят. Пробуем. Блин. Сейчас покажу. Во! Вот так выглядит кофейное зернышко. А саму вот эту оболочку можно кушать. Еще раз смотрим. Вот так выглядит кофейное зерно, когда растет на дереве, на таком. Ну а вот уже непосредственно зернышко, которое мы завариваем в кофе. Вкусно. Немножко такой сладковатый. Нас пригласили, друзья, в такой сад посидеть. Знаете что? Вот это за горшки. Вот здесь вот здесь. Ну, эти растения отличаются, а наверху они выращивают орхидеи. Кстати, вот не узнал у Ани, у нашего экскурсовода, почему наверху, почему под сеткой. Ну, сетка может быть для защиты от солнца, но зачем наверх-то их вешать? Ну, в общем, сейчас не об этом. Сейчас нам принесут кофе, лювак, за 80 донгов. Самый дорогой кофе в мире. Сейчас я буду тестировать, вам показывать, рассказывать и делиться эмоциями, впечатлениями. Ребята, такой уникальный контент вы увидите только у меня. Поэтому спасибо, что смотрите, и давайте продолжать. 80 донгов за кружечку кофе лювак выглядит следующим образом. Как это вообще работает? Что надо делать? Вау. Проверить готовность кофе можно под верхней крышкой. Если под верхней крышечкой только гуща осталась, вот такой вид, да, то есть вот это вид готового кофе, то, соответственно, мы делаем что? Да, главное колбу не тянуть, а снимать вместе с блюдцем. То есть вот здесь между блюдцем и колбой образуется такой вакуум, что и позволяет кофе завариться. Если кофе готов, в принципе, можно все что угодно делать. Если там еще вода остается, лучше его не отрывать. То есть переставили фильтр просто одним легким движением. Тут вот пока водичка есть, еще немножко ждем. У вас кофе готов. Все, переставили. И перед нами готовый эспрессо-концентрат. Ребята, я прекрасно понимаю, что далеко не все пьют эспрессо, но этот эспрессо я советую вам попробовать как минимум в 3 глотка. 3 глотка кофе лювак дадут вам 3 разных вкуса. От кофейного к такому конфетному, интересному, десертному. 3 подряд сделайте, оцените, как игра вкуса происходит. После чего вы сможете разбавить горячей водичкой, добавить молочко. Тут, в принципе, тоже уже готово, можете переставлять. Даже с первого раза такой вкус. То есть вот за это непередаваемый. Лювак, ну, собственно, причина, почему его так безбожно копируют и пытаются заработать на честном имени ароматных зверьков. Молочко, если что. Наслаждайтесь. Спасибо вам за инструкцию. Ребята, кофе лювак реально стоит попробовать. 80 донгов, не пожалейте здесь. Наверное, да, надо быть любителем. Тебе плохо уже? От запаха? Или ты представила, как лювак нам это самое? А что, раньше не приходилось пробовать? Лювак? Нет. Не, ни разу. Я даже дубайский шоколад не пробовал. Не трендовый тип. Дай мне тоже, подай сгущенки. Нормально. Второй эксперимент: разбавить кипяточком, добавить. Никто не заценил, кроме меня, и виски вкуснее. Прямо перед вашими глазами куница, при помощи которой, да, пальмовая куница, при помощи которой изготавливается кофе. Сначала это милейшее создание кормят кофейными бобами, а потом выходит, так скажем, из этого создания уже полуфабрикат кофейный. Имя есть у этого прекрасного создания? Есть. Светлана. А, Светлана, прослушала. Она русская? Импортная, что ли? Идем обниматься. Идем сюда ко мне. Прыгай ко мне. Не кусается, зараза. Не хочет. Хищник. Че лапу свою кусаешь? Ах ты, блядь. Зубы-то острые у него. У нее, Светлана. Ай, блядь. Когтей вроде бы нету.
Ну а что ты лежишь? Что ты лежишь просто так? Давай гладиться. Давай гладиться. Следующим этапом это тигр. Вы просто, друзья, посмотрите на то, как близко он рядом со мной ходит. Мне ж прям страшно. Пальцы вообще совать не рекомендую. Ходит он бедный такой в измене. Даже в Калининградском зоопарке ты не подойдешь так близко к тигру. Тигр рычит прям по-настоящему. Вот хотел бы уделить минутку на тему защиты животных. Посмотрите, вот эта корзинка висит прямо на спине, да? Там очень много ковриков, чтобы смягчало, так скажем, давление, да, на позвоночник слону. Но смотрите, обратите еще внимание. Одна веревка, которая придерживает эту корзину, и вторая веревка с другой стороны придерживает корзину. С одной стороны она закреплена прямо под хвостом, вот в области таза. Вы представляете, как это неудобно? Да, говорят, что слон привык со временем, но все равно, ребят. А вторая веревка вот прям удушает слона в области шеи. Конечно, это выбор ваш, кататься на слоне или нет. Второй слон устроен точно так же. Стоит 400 донгов, в принципе, за вот эту вот корзину, не с человека. Втроем, если хотели, скинулись и поехали кататься на слоне. Девчонки, которые рядом со мной были, они вообще на слоне укатили туда. Просто имейте в виду, что такая возможность тут есть. 4 слона. О, вот как раз сейчас я вам покажу. Они на слоне укатят куда-то, я не знаю, вдаль, в закат. Вон есть водитель. И у нас 2 пассажира. Поехали. Посмотрите, какие тут кролики. Прям вообще ручные сами подходят. Ой, какая мягкая шерстка у них. Это лапочка. Покушать, правда, ничего нету. Дай мне лапу. А рядом с кроликом, смотрите, какой питон большой, белый. В такой, представляете, маленькой клеточке вообще живет. Ну вот, я не знаю, это похоже на какой-то, не знаю, Сегу Денди, где твоя задача на квадратном сантиметре развернуть свою змею. Вот. Обалдеть. Можно прям пальцем потрогать, но нежелательно. Вот и лапа. Виноградик кушает. Дайте поглажу. Вот ты мне нравишься. Хороший мальчик и девочка, кто ты. Правда, не такой пушистый, не такой мягкий. И не очень любишь гладиться, да? Итак, друзья, такого контента реально ни у кого не увидите. Буду гладить льва. Очень страшно на самом деле, но я прекрасно понимаю, как это будет смотреться вами. Пойдем гладить льва. Сэр, присматривайте за мной, пожалуйста, из-за льва. Давай я тебя поглажу. Вот красавчик какой. Блять, боюсь все равно. Вот так же вот, как и трубу вот эту меня. Не, я вот к этому подойду. Вот этот вот френдли. Он и фоткается. За сам факт того, что я здесь в одной клетке с львами, поставьте лайк, подпишитесь на канал, но ей-богу. Я решился посидеть. Сидим с бобром за столом. Вдвоем. Вот. Красавец. Давайте поглажу. Ё-моё, глажу льва. Ну, чуть-чуть. Вот ты какой. Не, кусаться не надо. Покажи. Вот тут сэр, если что, с палочкой. Не очень бы хотелось, чтобы он их убил. Обслюняю. У тебя слюна льва. Ты можешь представить эксклюзив? Все, ладно, ребят, функцию выполнил. Так, крайнее, что хотел бы показать вам на ферме по выращиванию кофе, как выглядит вообще кофейные зерна. Обратите внимание, тут у нас целая ферма, плантация. В общем, здесь лежит собранный урожай. Смотрите, вот это кофейное зерно, которое прошло через куницу. Вы уже поняли, каким образом оно проходит через куницу. Оно вот такое вот, неочищенное. Следующий этап. Оно уже более чистое, приобретает вот такой вот приятный желтенький цвет. Ну, а потом оно темнеет просто посредством обжарки. То самое кофе, темное, темно-коричневого цвета в пачках, оно становится таким после обжарки вот такого вот вида.
Похоже очень сильно на арахис. Но вот это кофе, который прям только-только с куницы вышел. Следующее место для посещения в нашей экскурсии — это водопад Датанла. Мне уже не терпится вам его показать. На самом деле, после водопада Лилу не сильно впечатляет. Там можно было и искупаться, и сама была, знаете, природная мощь немножко посильнее, но тоже красиво. Люди фотографируются. Если это ваш первый водопад, вам все равно понравится. И второе, что хотел бы сказать по поводу этого места. Все фотографируются рядом с Кинг-Конгом. Почему? Потому что во Вьетнаме, в бухте Халонг, действительно снимался фильм «Кинг-Конг». Ну и вот очередь почти такая же, как и с головами, которые стоят в воде. Желающих, как вы поняли, достаточно, чтобы сфотографироваться в лапах Кинг-Конга. А если вы хотите спуститься и подняться не ножками, а на электросанях, то тут огромнейшая дорога, которая с удовольствием вас доставит. Вот, например, вы можете даже поспать по пути. 130 донгов стоит вниз и наверх. Ну а если вы хотите качнуть кардио, как я, то 10 минут вниз, 15 минут наверх. И будем здоровы. Мы приехали на обед, время уже 3 час. Давайте я вам покажу быстренько нашу поляну. И, честно говоря, уже хочется сделать перерыв, покушать, потому что есть хочется прям вот как тому льву, который на меня смотрел. У нас здесь есть картошка фри, рисик, курица, салаты. Из напитков кола и алкоголь под названием ром. У нас есть здесь зеленый чай. Ну, в целом, ничего особенного, да, во вьетнамском кафе либо ресторане вы не увидите. Все то же самое, что и ел я на протяжении 4 месяцев. Ну, в принципе, на каждом столе все одинаково. Также у нас есть здесь куриный суп с водорослями. Не пью алкоголь, спасибо. Всем, кто тоже кушает, приятного аппетита, и увидимся после обеда. Предпоследней нашей локации, перед стеклянным мостом, мы приехали в пагоду Большого Золотого Будды. И я вам сейчас проведу небольшую экскурсию по этому атмосферному месту. Прямо сейчас идет обучение, пагода действующая, и я вам сейчас покажу. Женщины, по-моему, только женщины, проходят обучение в данный момент на монаха. Получается так. В общем, здесь в пагоде Золотого Будды преподают эту дисциплину. Смотрите, как это выглядит. У всех одинаковая форма, все пожилого возраста. Просто, видимо, необходимо достичь порога какого-то возраста, чтобы иметь возможность обучаться быть монахом. Пойдемте дальше. Здесь у нас все еще кабинет, вот вход в него, а тут таблички кремированных людей во Вьетнаме. Содержание праха своего родственника $1000 в год. $1000 или 10 тысяч, по-моему, $1000. Смотрите, сколько здесь этих табличек. Идем дальше. В пагоде этой можно фотографировать, можно делать видео, как вы можете заметить. Но необходимо соблюдать несколько правил. Первое — это чтобы плечи были закрыты у мужчин и у женщин, и также про колени. В шортах не допускается. Здесь все в брюках. Ну, а если женщины в платьях, вот посмотрите, то платье будет ниже колен. Тут большое количество воды, потому что в буддизме есть 3 составляющие. Это вода, соль и рис. Если эти, так скажем, 3 компонента присутствуют, то человек никогда не умрет. Вот их такова философия. Здесь можно поставить благовоние за 50 донгов, так скажем, отдав дань этому месту. Очень красиво. Тут у нас китайские драконы повсюду красуются. Пойдемте покажу, как выглядит территория на улице. Это у нас лежачий Будда. По истории он ушел в 83 года из жизни, так скажем, сделав это на правом боку. Он знал, что его отравит ученик, подсыпав в напиток какую-то отраву. Ну и, в общем, он
свою жизнь, познал нирвану, он был готов к смерти и с улыбкой на лице это сделал. 83 года, лежа, спокойно, на правом бочке, подложив руку под голову. Такова история Будды. Но прямо на самом входе символ этого места, Золотой Будда, высотой в 24 метра. Он символизирует, так скажем, охрану города Далата. Но, насколько я понимаю, это не самый высокий памятник, да, в Далате. Поэтому выше него, по-моему, что-то есть. Но так или иначе, он держит в руках лотос. Лотос считается священным цветком в буддизме. Будда тоже считался непростым ребенком, когда он был рожден. Он явился на свет уникальным, дарованным. И по истории буддизма, куда бы он ни ступал, куда бы ни ступала нога Будды, там появлялся лотос. Ну, история красивая. Просто должен был вам ее рассказать. Насколько это правдиво или нет, отвечать за это не могу. Выглядит красиво, забавно и интересно. Идем дальше. Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца, потому что вы собственными глазами увидите прекрасную локацию. Нам выдали вот такие вот бахилы на наши башмаки, чтобы не скользко было, потому что пол-то у нас из настоящего стекла. В обычной обуви будет скользко. Ну какая красота! Как красиво отражаются кроны деревьев там. Ну и, конечно же, желающих пройтись по этому мосту очень много. Тут также присутствует, вы, возможно, уже слышите, сейчас мы ближе подойдем, озвучка, да, словно ломается стекло. Но на самом деле не страшно. Он немножко пошатывается, но все очень безопасно. Посмотрите, как... Ай, бьется током, представь. Ударил. Дотронулся, ударил меня током. В общем, такие перила классные. Посмотрите, какие рядом растут еловые. Смотрите, какие иголки длинные. Ребята. Вот это место, вот оно. О, нет. О, есть видео. Прямо не синхронно, конечно, но ладно. Последнее, что было в нашей инструкции, друзья, это чаепитие. Вот в таких маленьких пиалочках. И зеленый чай, и улун, и кофе, и какао. И подскажите, пожалуйста, кто брал? Я беру за 1,5 миллиона грибы, вытяжку из грибов. Мне сказали, это рецепт долголетия. Напишите в комментариях, кто что знает, кто пользуется. В общем, Аня, наш экскурсовод, я ей сильно поверил на слово. Она говорит, бери, это секрет долголетия, будешь энергичный, веселый, жизнерадостный. Посмотрим, интересно. Все, друзья, дом родной. На самом деле я бы переехал бы, остался жить в Далате. Сегодня уже следующий день, вчера просто не было сил, потому что ты за целый день так выматываешься, и я бы вам не рекомендовал на следующий день брать что-то еще из экскурсии, потому что ты устаешь и ментально, устаешь и физически, хотя не, ментально ты наоборот разгружаешься, но физикой, мне просто хочется сегодня целый день лежать. И еще обязательно пользуйтесь кремом. Посмотрите на мою рожу, у меня уже лоб облазит. Короче, не рекомендую. Хорошо, хоть у меня головной убор был. В общем, друзья, я бы хотел закончить этот ролик и поблагодарить вас за просмотр, а вашей благодарностью в сторону меня будет, просто лайк, может быть, коммент, и поделиться друзьями, близкими, кто собирается в Ничанг. Реально же полезную информацию даю. И также оставляю контакт моего гида Ани, с которой у нас лично, мне кажется, произошел классный коннект. Энергия в путешествиях, в экскурсиях реально очень важная вещь. Не реклама, просто от души делюсь. Если получится с ней куда-то поехать, то отвечаю, не пожалеете, кайфанете, и будет все весело, будет действительно интересно. Послушай даже историческую часть. В общем, ребят, прощаюсь. Спасибо за просмотр. Вроде все сказал, рассказал. Да. Устаешь, конечно, от этих путешествий очень сильно. Далат топ, рекомендую. Весь день на эмоциях, на ногах. Это запомнится на всю жизнь. Пока-пока.